Ну что же, как видите, я уже вернулся домой в Москву. Тем не менее, у меня есть кое-какой видеоматериал из Новокузнецка, которым хотелось бы поделиться. Например, это кадры с Дня сообщества. И еще посещение мной одного интересного места в Новокузнецке. К тому же у нас появились кое-какие новости. В Pokemon Go, например, стало известно, каким у нас будет следующий день сообщества в июле. Тем не менее, мне кажется, что при этом я недостаточно подробно раскрыл тему Дня Лапроса. Кое-какие детали я бы хотел рассказать об этом сегодня. Тогда видео по Дню сообщества и по информации, какой день сообщества будет в следующий раз, будут, скорее всего, завтра. Просто потому, что день Лапроса у нас будет намного раньше, чем следующий день сообщества. Таким образом, давайте, собственно, сразу перейдем к информации по Дню Лапроса. Что мы про нее знаем? Во-первых, пройдет он у нас 25 мая или 26 мая, если вы живете на Дальнем Востоке, с 11 до 14 часов по вашему местному времени. Это значит, что никакие стрелки переводить не нужно, просто вот когда на часах 11, значит ивент уже начался. В это время, в 11 часов, на всех джимах у нас появятся рейды на Лапроса, точно так же, как у нас было в прошлом году. И каждый этот рейд будет длиться ровно 3 часа. Какие у нас будут в связи с этим бонусы? Во-первых, двойной опыт и двойной Stardust за рейды. Скажем так, этот бонус распространяется на всю неделю рейдов, но, скажем так, во время ивента на Лапроса он будет наиболее таким востребованным. Затем у нас есть 5 бесплатных рейд-пассов, которые мы сможем получить в это 3-часовое окно. Также я вам напоминаю, что за день до вашего ивента обязательно не забудьте покрутить фотодиск на джиме и получить ваш рейд-пасс за этот день, но ни в коем случае не тратьте его. Таким образом, вы во время Дня Лапроса сможете сделать не 5 бесплатных рейдов, а 6. И еще такой бонус. Атаки у Лапроса будут Legacy, атаки Ice Shard и Ice Beam. Как показывает себя Лапрос с данными атаками? Давайте посмотрим на список ДПС в кубе, умноженный на ТДО с сайта GamePress, и мы там видим, что Лапрос занимает по этому параметру всего лишь 10 место. А если мы посмотрим на просто рейтинг по ДПС ледяных покемонов, я имею в виду, то Лапрос у нас не попадает даже в топ-10. Таким образом, для рейдов этот Лапрос полностью не пригоден, но тем не менее он очень даже может пригодиться в определенных ситуациях в PvP. Если вы играете в PvP, то вас определенно такой Лапрос заинтересует, или вы можете наловить их на обмен для тех, кто как раз занимается PvP. Какая у меня еще есть информация? Это максимальная CP для Лапроса будет у нас 1509 или 1886 в дождливую или снежную погоду. Это значит, если вам во время поимки встретился такой Лапрос, это значит, что перед вами сотка, 100% IV. И, конечно, шайни Лапроса никто у нас не отменял. Скорее всего, вероятность шайни будет такая же, как и в предыдущие подобные ивенты, в среднем 1 из 20. И просто очень красивый покемон этот Shiny Lapras. Теперь давайте посмотрим по-быстрому, каких покемонов нам советует сайт PokeButler, чтобы сражаться с Лапросом. Во-первых, это Raikou с атаками Thunder Shock, Wild Charge. Во-вторых, Electivire, Thunder Shock, Wild Charge. Machamp, Counter Dynamic Punch. Zapdos с Legacy атаками Thunder Shock, Thunderbolt.
Рампардос SmackDown Rock Slide, но нужно отметить, что Рампардос довольно стеклянный вариант, потому что, как мы видим на картинке, вам понадобится 34 Рампардоса, чтобы победить Лапроса, но для сравнения всего лишь 13 Райкоу, чтобы его победить. Дальше наш новый друг Магнезон с атаками Spark Wild Charge, Харияма Counter Dynamic Punch, Luxray Spark Wild Charge и Razorade Razor Leaf Grass Knot. Ну, тут стоит иметь в виду, что Razorade достаточно опасный вариант, потому что он у нас уязвим к ледяным атакам. В плане подготовки к этому ивенту я повторюсь, что советую вам заранее к нему подготовиться в своем местном сообществе, заранее провести голосовалку, кто собирается участвовать, выбрать маршрут, по которому вы пойдете, выбрать место встречи, явиться туда во время ивента за 10-15 минут до начала и... Предупреждаю еще раз, как в предыдущем видео, заранее разделитесь на две разные группы. Кто рейдит просто так медленно и кто рейдит быстро. То есть кто хочет найти как можно больше, сделать как можно больше рейдов. Таким образом ваши две группы не будут друг другу мешать или задерживать или что-то в этом роде. И для тех, кто хочет рейдить быстрее, я опять же советую, как только начался рейд, вы ждете, когда пройдет таймер, когда начинается битва, как только погаснет надпись Go и вы начнете бить Лапроса, можете уже смело двигаться к следующему джиму, а бить и ловить Лапросу уже на ходу. Так это вам поможет сделать как можно больше рейдов за 3-часовой промежуток. Ну и, пожалуй, это все, что у меня есть сказать на счет этого ивента. На этот раз вроде как я поподробнее его осветил, чем в предыдущем видео. Так что надеюсь, это кому-то было полезно. А сейчас давайте посмотрим мои приключения в мой последний день в Новокузнецке. Ну а в предпоследний день, в день сообщества, мы увидим уже в следующем видео. Итак, понеслись. Так, я нахожусь сейчас в Кузнецкой крепости, которая находится на другом берегу реки Томь. Что же можно сказать про это место, в принципе? Давайте я попробую что-нибудь половить пока говорю. Вообще, как говорит Википедия, крепость была построена в начале 19 века по приказу императора Павла I, как одна из точек обороны от возможной угрозы со стороны Китая. Но
все-таки на крепость так ни разу с тех пор и не нападали, и боевых действий здесь никогда не проводилось. Поэтому эта крепость теперь на самом деле остается просто музеем. Что еще можно сказать? Ну да, в принципе, здесь красиво, достаточно тихо. К сожалению, посетителей очень мало, но тем не менее место хорошее. С крепости открывается отличный вид, потому что местность достаточно такая возвышенная. Кстати, можно заодно кое-что отметить насчет покемонов. Скажем так, для тех, кто не знаком с таким понятием, как биом. Если, например, вот все это время, что я провел в Новокузнецке, я в основном играл в центральной части города, которая расположена на такой равнине, скажем так. Поэтому покемоны, в принципе, там почти не отличаются от тех, которых я ловил в Москве. Тем не менее, вот эта крепость, она расположена на другом берегу, в такой достаточно гористой местности. И здесь, в отличие от центрального района, довольно-таки сильно прослеживается горный биом. То есть, если посмотреть, какие появляются покемоны, мы увидим большое количество здесь джиодюдов, райхардов, ониксов, которые в равнинных областях почти не встречаются. Таким образом, от географической, скажем так, особенности местности у нас зависит то, какие у нас вокруг появляются покемоны. К сожалению, на Нирбай не очень заметно, потому что я, в общем-то, почти все тут переловил, что у нас было. Может, что-то интересное еще появится на Люре. Это, к сожалению, не то, о чем я говорил. Но, в общем, придется вам поверить мне на слово, что в этой местности больше покемонов каменного типа. Конечно, надо сделать какое-нибудь более подробное видео насчет биомов. Цель данного видео, наверное, просто все-таки показать эту достопримечательность, скорее, а не рассказать о биомах. Так что на этом, наверное, все. Тут, пожалуй, закончится мое путешествие по Новокузнецку. Единственное, о чем я жалею, наверное, это что пачерису такие редкие. За сколько? Почти неделю я здесь пробовал и встретил только 2 пачерису. В то время как мистеров Маева в Москве я вижу каждый день штук по 5-10. И это упрек, наверное, скорее в сторону разработчиков, что они регионального покемона сделали таким редким. Ну и на сегодня, пожалуй, все. Всем спасибо за внимание. Если вам понравилось или не понравилось, ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь, отписывайтесь от канала. Увидимся в следующий раз.